Всем привет! В этом видео я расскажу о неисправности на экскаваторе погрузчике Volvo BL71B, которая у меня недавно произошла. А также расскажу, как я решил эту проблему. Сразу оговорюсь, вариантов решения данной проблемы могло быть несколько, но я пошел именно по этому пути и объясню почему. В общем, немного предыстории. Я работал на объекте на экскаваторе погрузчике Volvo BL71B. Как вдруг неожиданно на экране бортового компьютера экскаватора-погрузчика пропадают обороты двигателя. Разумеется, я сразу же догадался, что могло произойти. Конечно, осмотрел целостность узлов и агрегатов, а также электропроводки. Все было в порядке. Замечу, что только пропали обороты. Ничего другого на экране не появилось. Ни ошибок, ни лампочек аварийных. Зная о том, что обороты двигателя контролируются у большинства машин по генератору, я в первую очередь выключил все потребители. Свет, печку и так далее, чтобы сберечь заряд аккумулятора. Вошел в сервисное меню бортового компьютера. Выбрал пункт электропитания и увидел, что зарядка пропала, так как при зарядке напряжение в норме составляет 13,2 вольта, а на экране показывало 12,5 вольт. Поняв причину, я закончил работу, завершил объект в экономном режиме, без потребителей, и отправился на базу. Что характерно, при отсутствии зарядки перестала работать система стабилизации переднего ковша, так называемая мягкая подвеска фронтального ковша. Поэтому до базы допрыгал без нее. Приехав, начал диагностировать. В первую очередь, при помощи мультиметра замерил напряжение на выходе с генератора. Разумеется, Гена не выдавал зарядку, и напряжение составило чуть больше 12 вольт. Затем я замерил напряжение на проводах возбуждения, для того, чтобы исключить какие-либо другие неисправности. Напряжение составило чуть больше 6 вольт на обоих проводах. В общем, для возбуждения генератора это вполне нормальное напряжение. А значит, неисправность находится непосредственно в генераторе. Я, конечно, человек не суеверный, но почему-то сразу вспомнилось, что накануне на моем канале в YouTube на видео про мобильный кондиционер кто-то пожелал долгих лет жизни генератору. Ну да ладно, это совпадение. Я снял защитную крышку с генератора, открутил и извлек реле-регулятор вместе со щетками. И что я увидел? Во-первых, одна из щеток была заметно короче другой, а также на ней имелись следы пригорания от плохого контакта. Во-вторых, токосъемные кольца, что расположены на валу якоря, мне тоже не понравились. В частности, то кольцо, что расположено ближе к якорю, имело большую выработку. Именно с этим кольцом взаимодействовала подгоревшая щетка. Далее я снял генератор с двигателя и поехал по мастерским. Я надеялся найти либо токосъемные кольца отдельно, либо якорь в сборе с ними и реле-регулятор со щетками, так как он неразборный. С регулятором все оказалось проще, нашел без проблем. Заодно решили поменять подшипники, так как они были не первой свежести и издавали небольшие шумы при вращении. Хотя они бы еще походили, но раз уж Геннадий был снят, решили заменить и их. В мастерской ребята попытались снять шкив для замены подшипника. Установили в пресс. Нажав под определенным давлением, результата не получилось. Шкив сидел крепко. А давить сильнее работники сервиса побоялись. У меня был вариант приобрести новый генератор. Хотя это тоже заняло бы какое-то время. При этом гарантии, что он будет работать долгие годы, никто не дает. Либо самостоятельно надавить на рычаг пресса и сдвинуть процесс. В общем, я выбрал второй вариант. Я приложил еще немного усилия, и шкив благополучно демонтировался без повреждений. Что касается токосъемного кольца якоря. Такого кольца в мастерских нашего города не оказалось. Один из мастеров посоветовал мне проточить кольцо на станке. Якобы такая процедура практикуется и продлит якорю срок службы. Конечно, не с большой охотой, но я пошел на эту авантюру. Ведь я понимаю, что расстояние между щеткой и кольцом будет больше, а значит и вероятности, что щетка сместится, также больше.
но решил попробовать. Все так и сделали. Я установил генератор на двигатель, опробовал в работе, все получилось. Зарядка имеется, стабилизатор ковша работает. А вот долговечность данного ремонта остается под вопросом. Подписывайтесь на канал и узнаете больше о ресурсах деталей, механизмов, а также сколько машины проходят моточасов после ремонта. И по поводу генератора я буду держать вас в курсе. Тем самым на будущее мы будем понимать, стоит ли тратить время и ресурсы на ремонт генератора в данных ситуациях, или проще купить новый и забыть о нем на какое-то время. На момент создания видео после ремонта генератора экскаватор-погрузчик отработал около 500 мот-часов. Полет нормальный. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что думаете по поводу данного ремонта. До скорого. Пока.